Доехал до мажора. Зачем ты запустил? Давай быстрее офис позору. Меня не было тут год, а ты все видишь фурионом. Нужно кормить свою базу, но как-то по-другому. Санека пикнул и сажал. Никс поставит надо хака, потому что фри игра. Хак не на очке, не на очке, не на очке, не на очке. Ликит завязан. Нокаутирую их до хао, свертухи их до хао, соску их до хао, бубен их до хао, поебалу им до хао, нахуй их до хао, эй, нахуй их до хао. Я, конечно, не пират и лучше гимна не получится благодаря твоей. Добрый день. В эфире «Вестник Рошпита». Я его ведущий Володя ПГГ. Главное к этому часу. Из-за повышения цен на сыр третий день продолжается забастовка рошанов. Наш корреспондент Урсамин Сарморов сейчас находится на месте событий. Рошаны крайне недовольны ценами. Если в августе 2020 года каждый второй рошан мог позволить себе сыр, то сегодня лишь каждый третий. Сука, блядь. Большое спасибо, Урса. К другим новостям. Из-за обширных лесных пожаров сотни фурионов остались без работы. Центры занятости населения переполнены. Куда без очереди, уёбок? Да ты сам уёбок. Что ты сказал, хуйло? Иди нахуй. Как видите, ситуация обостряется с каждым часом. Все больше игроков, попавших в систему подбора игр с низким приоритетом за оскорбление, ливы и руин, требуют амнистии и утверждают, что подобное наказание нарушает их права и не соответствует Конституции. Петиция набрала 12 тысяч подписей, и теперь ее обязан рассмотреть хозяин доты. Дахак провел открытую тренировку перед матчем всех звезд NBA. Ты вот тут стоишь, ты кидаешь, куда отскочишь, где ты поймаешь, оттуда ты кидаешь. The people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. Niggas said I want no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no peace when you really real. Сам матч в итоге не состоялся из-за того, что игроки слишком устали от нагрузок. Глава управы района Нижней Бараки торжественно открыл установку общественного транспорта. Давайте скажем спасибо всем, кто создал для вас эту уютную остановку. Фраза «все лучшее дотором» не должна устаревать никогда. Благодаря новой остановке добираться до крипов станет проще, вне зависимости от КД телепорта. Крип-мечник выиграл бой за звание временного чемпиона CFC, нокаутировав ЦМ-ку в первом раунде. Бой с антимагом за чемпионский пояс пройдет 15 октября в Dire Ancient Stadium. Из-за аномальной жары более 1000 жителей стали жертвами солнечного удара. О том, как избежать тяжелых последствий, расскажет заслуженный вич-доктор Доты. Старайтесь больше времени проводить на фонтане, а также не выходите на открытую местность без саппорта. Тогда солнечный удар не нанесет вам много вреда. Это все новости к этому часу. С вами был Володя ПГГ. До новых встреч. Добрый вечер, меня зовут Гондор, я друг вашего внука. К сожалению, с ним случилась неприятность. Он искал Варда на сладкий без ультимейта. Срочно нужны деньги на центр. Переведите 100 голды по номеру. Не хватает голды? Токсичные коллеги? Чувствуешь себя рабом? Сколько можно жить во благо других? Только в эту среду. Забудьте слово «невозможно». Вы хозяева своей жизни. Марафон желаний саппорта. Здесь вы узнаете, как всего за неделю освоить профессию мида, добиваться поставленной цели в заработке голды и стать самым важным игроком в команде. Многие ваши желания начнут сбываться уже в процессе прохождения марафона. Запись проходит ежедневно в лавке торговца и на сайте dota2bb.ru. Торопитесь, количество мест ограничено. Нетронутые леса, река в пешей доступности, развитая инфраструктура, лечебные фонтаны во дворе, отличные соседи, охраняемый паркинг и, главное, метро в 5 минутах ходьбы. Жилой комплекс «Мегакрип». Стань частью большего. Умер? Не беда. Выкуп есть всегда. Быстрые займы под 120 голды годовых. 322 32 32.
Байбекайся скорей. Лицензия РХЧП патча 7.32 Гражданского кодекса Доты. Где Манки Кинг? Его и в прошлом замесе не было. Аншей тоже никто не долбит. АФК. Лучший кофе для обезьян и других приматов. Картина, собравшая 3 премии «Золотой Гобен». Могут ультовать по мне, а зацепит вас. От создателей таких хитов, как «Загадочная история Бристолбека Саппорта» и «Мидлейн для двоих». Я кину в него скилл, от которого он не сможет увернуться. Огар Дауни-младший. Мама всегда говорила, команда в ММе как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка попадется. Мипо Макгрегор. Выбери роль, выбери героя, выбери билд. Я выбрал что-то другое. По какой причине? Меня никто не пикнул. «Байбек в никуда». С 12 января во всех кинотеатрах Доты. Что такое бэтбум? Это спорт. У тебя на руке один крипочек. 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 Долбить аншентов — это именно то, в чем Дахак не знает себе равных. Но самое интересное то, что хорошая долбежка нравится и самим аншентам. Вы наверняка видели плакат к фильму «Как приручить аншента». Кстати, рекомендую к просмотру всем, кто интересуется драконами, ящерами и другими аншентами. В этом фильме достаточно ярко и подробно рассказывается история того, как Дахак начал свое общение с аншентами. Если другие используют грубую силу, то Дахау понял, что любая животина ласку любит. И теперь анши благодарят его за это и... Настал час программы «Герои нашего времени». На этой неделе мы расскажем историю Никиты Дахака Кузьмина, одного из самых известных киберспортсменов современности. История Дахака похожа на сказку. Мальчиком он мечтал стать игроком в доту, играть на мажорах и интернешналах, но семья жила очень бедно. И покупка компьютера была невозможной. Поэтому первые шаги в игре Дахак начал делать на стареньком калькуляторе, который достался ему от дедушки. Играть на калькуляторе было трудно, но уже спустя полгода появились первые победы. Мальчик выиграл небольшой локальный турнир. Гол с Мака зайдем, Рошан через 45, Блхоу через 30. Родители, увидев, что у сына есть перспективы в киберспорте, решили поддержать его. Отец мальчика бросил пить, продал машину и ушел из семьи. Это был сильный удар. Но эта утрата только подхлестнула маленького Дахака. Он стал тренироваться еще упорнее. Нажми уже свою кнопку ебучую! Убили Кора, выиграли игру. Ждешь, пока они впятером под тебя станут? Долбоёб. Его скилл быстро рос, и вскоре с первых призовых ему хватило денег на покупку компьютера. Правда, без монитора. Но это, как вы понимаете, не заставило Никиту отказаться от своей мечты. Всю свою жизнь я хотел стать проигроком. И я готов был на все ради этого. Люди говорили, что я псих. Они говорили, что без монитора нельзя играть в доту. Но я не обращал внимания на недоброжелателей.
Победы в небольших турнирах шли одна за одной. Параллельно с этим Дахак начал стримить и на донаты насобирал деньги на монитор. Но вместо того, чтобы пойти в магазин, наш герой пошел. Никита вернулся еще сильнее. Его самоотдача была просто запредельной. Встань передо мной, долбоеб! Встань, блядь! Ты должен умереть, не я! Алло! Его начали звать в разные команды, но из-за отсутствия монитора он не видел приглашений и не мог согласиться. Шведской организации NIP удалось связаться с Никитой по телефону, и он с радостью принял предложение. Команда отлично выступала и отобралась на мажор в Лос-Анджелес, но у судьбы были другие планы. Коронавирус не позволил Никите осуществить свою мечту и наконец-то сыграть на крупном турнире. Кроме того, ребята из NIP узнали, что у Дахака нет монитора, и выгнали его из команды. Это был единственный раз, когда Никита был готов завершить карьеру. Он по-настоящему отчаялся, но, как мы знаем, даже после самой темной ночи наступает день. Так и в нашей истории. Дахаку позвонил Санейка и позвал в новый проект. Я спросил его, в чем сила, брат? Вы знаете, что он ответил? В мониторе. Нет, сила в твоих руках, брат. В твоих руках. Это был воодушевляющий момент. Новая команда Bad Boom Team вернула улыбку на лицо нашего героя. Дахак был так рад, что стал показывать невероятную игру. Вам, блядь, за игру одно ёбаное действие надо было сделать! Одно ёбаное действие! Нихуя вы, блядь, не можете! И за 2 месяца команда из 2-го дивизиона отобралась на мажор в Стокгольме. А еще немного спустя Дахак вместе с новой командой смог выиграть квалификацию на TI, несмотря на монитор. Пример Никиты, сломавшего барьер на пути к своей мечте, вдохновил других людей заниматься любимым делом, несмотря ни на что. Иван Сергеев, однократный чемпион Твери по прыжкам с парашютом без парашюта. Эми Бёрст, чемпионка Уэльса по теннису, игравшая без ракетки. Фарух Ибрагимов, уникальный таксист без машины с рейтингом 5,1. Там Садовая стоит, чья дворами 5 минут. Вениамин Иванов, заслуженный зубной хирург, работающий без инструментов. О, дракон! И, конечно, Гоги Берадзе, знаменитый продавец без товара. Астраханская ничего за 700 рублей. Ничего за 300 рублей. И ничего по-корейски 100 грамм отдаю за 400 рублей. Да, все это было бы невозможно без Дахака. Киберспортсмена без монитора. Я бы хотел, чтобы меня называли все талант, но уже есть один талант под псевдонимом Травоман. Я в замесе жму скиллы, как пулемет. Снова файт в руине, Дэнди долбоёб. Почему с него слетел опять и воет? Почему легенда, блять, опять со мной? Я лондруид, на тебя нажал рейд-клик, и ты убит. У врагов тиль, позгорали пердаки. Я ломаю мид, не задефаться никак. Мне тиммейты говорят спасибо за Дахак. Я бы хотел, чтобы меня называли все таланты.